Всем привет! И это видео о перекрестном прикусе. Эта патология встречается достаточно часто, бывает множество вариаций и часто сопрягается с другими аномалиями, хотя нередко встречается сама по себе. И в этом видео мы поговорим о том, чем же плох перекрестный прикус, из-за чего он возникает, какие бывают его виды и, соответственно, как же с ним бороться. В первую очередь давайте разберемся с видами перекрестного прикуса. Перекрестный прикус бывает по одному-двум зубам и по всему зубному ряду, односторонний и симметричный, и в переднем отделе, и в боковых отделах. Чем же плох перекрестный прикус? Во-первых, конечно же, зубы с ним стираются быстрее. Это зависит от многих факторов, от того, каков именно перекрестный прикус, но факт имеет место быть. Во-вторых, перекрестный прикус влияет на височно-нижнечелюстной сустав. Но не все его виды, а в основном те, которые связаны с неправильным смыканием по одному-двум зубам или в перекрестном прикусе в переднем отделе. Потому что они наибольшим образом влияют на движение нижней челюсти при жевании и, соответственно, в наибольшей степени от них страдает сустав. И в-третьих, если перекрестный прикус локализуется у нас в переднем отделе, то он достаточно сильно влияет на улыбку. Давайте разбираться с различными вариациями перекрестного прикуса. И номер один – это перекрестный прикус по нескольким зубам. Встречается максимально часто и может иметь несколько причин. В основном это либо скученность зубов, когда одному зубу не хватает места, он, например, прорезается последним и, соответственно, не смыкается с оставшимися зубами так, как надо. Либо зачаток зуба может изначально располагаться не совсем правильно, и, соответственно, этот зуб прорезается не в том месте, где он должен быть, и в этом месте формируется перекрестный прикус. Такая проблема решается достаточно легко, обычно, и требует всего лишь ортодонтического лечения. Единственный момент, что нужно позаботиться о том, чтобы под неправильно стоящий зуб ортодонт создал достаточный объем места. Причина номер два – это перекрестный прикус из-за потери зубов. Чаще всего возникает, когда зубы теряются в достаточно раннем возрасте, эти промежутки закрываются, и, соответственно, у нас возникает сужение зубного ряда. Оно может быть и асимметричным, и симметричным. И в этом месте, естественно, формируется перекрестный прикус. Такие проблемы решаются точно так же с помощью брекет-системы и грамотного ортодонтического лечения. Нижнюю челюсть или верхнюю челюсть, та, которая у нас сужена, необходимо вернуть в первоначальный размер и форму, а появившийся промежуток можно закрыть двумя способами. Более распространенная – это имплантация в эту область, либо если пациент молодой или есть иные показания, то можно, в принципе, дальние зубы сдвинуть вперед. Но, опять же, не во всех клинических ситуациях. Причина номер три – это перекрестный прикус из-за сужения верхней челюсти. Верхняя челюсть сужается достаточно часто, даже есть такой симптомокомплекс, он называется готическое небо, правда название немного устаревшее и применяется во всяких учебниках в основном, но тем не менее. Возникает данная патология из-за проблем с лор-органами в детском возрасте, и даже не из-за самих лор-органов как таковых, а из-за ротового дыхания. Если ребенок привыкает дышать ртом, то у нас возникает нарушение пресловутого миодинамического баланса, потому что для того, чтобы дышать ртом, язык у нас должен находиться внизу. Соответственно, он не воздействует должным образом на верхнюю челюсть, а губы и щеки продолжают воздействовать в обратную сторону, и, соответственно, постепенно верхняя челюсть сужается и углубляется. И возникает вот такой перекрестный прикус, обычно он двусторонний и симметричный. Решается данная проблема устранением причин, естественно, лор-заболеваний. И второе, нам необходимо ортодонтическое лечение. С ортодонтией здесь немножко сложно. Иногда бывает, что достаточно только лишь брекетов, иногда к брекетам необходима некоторая такая прелюдия в виде расширения верхней челюсти с помощью аппаратов. Чаще всего используются аппараты для быстрого небного расширения, РПЕ, или небные экспендеры, которые, собственно говоря, приводят верхнюю челюсть к нормальному виду. Лично я у взрослых такие аппараты практически никогда не использую. В абсолютном большинстве случаев можно расширить челюсть только брекетами, только в очень-очень запущенных таких сложных ситуациях.
необходимо предварительное расширение верхней челюсти. Соответственно, данная проблема, помимо прочего, может приводить и к дистальной окклюзии, о которой у нас есть отдельное видео, и тоже проблема очень распространенная. Именно сужение верхней челюсти может являться основной причиной того, что нижняя челюсть смещается назад. Причина под номером 4 – это вредные привычки. К перекрестному прикусу может приводить не только ротовое дыхание, есть еще и целый список других причин, там закусывание губы, сосание пальца и куча всего другого, которые также нарушают гемодинамическое равновесие, давят на зубы, из-за чего чаще всего в переднем отделе формируется перекрестный прикус. Такие ситуации лечатся, естественно, первоначально надо устранить причину и затем уже, соответственно, с помощью брекетов разровнять все зубы. Обращаю ваше внимание, что перекрестный прикус в переднем отделе очень часто похож на мезиальный прикус, о котором у нас записано отдельное видео, но это кардинально разные патологии, и перекрестный прикус в таком виде, в котором он обычно встречается, лечить значительно легче, чем мезиальный прикус. Поэтому их не стоит путать. Причина номер 5 – это перекрестный прикус из-за неправильного, то есть вынужденного положения нижней челюсти. Чаще всего такая проблема возникает при мезиальном прикусе, уже вышеупомянутом, соответственно, потому что челюсти хочется смыкаться с верхней хотя бы с одной стороны правильно, и она таким образом подстраивается, смещаясь в бок. Соответственно, данная проблема решается устранением первопричины и затем позиционированием нижней челюсти в правильное положение. Но данная патология почти всегда сопряжена с лечением мезиального прикуса, что само по себе достаточно сложно. Поэтому можно сказать, что данный вариант достаточно сложен в плане коррекции. Под номером 6 идет у нас перекрестный прикус, возникающий в процессе ортодонтического лечения. К сожалению, такое тоже встречается, особенно в сложных ситуациях, чаще всего связанных с потерей или отсутствием зубов в боковых отделах, или с удалением в процессе ортодонтического лечения, или с иными вещами. Нередко и к этому приводит отсутствие нормальной кооперации, то есть пациент, допустим, не носит эластики, которые назначает ему ортодонт, но нередко бывает, что данная проблема сложно скорректировать чисто технически, даже при хорошей кооперации, например, если есть потеря зубов и имплантация с временным протезированием происходит не во время ортодонтии, а уже запланирована на более длительный срок. В боковых отделах перекрестный прикус обычно не несет такой вот разрушительной роли для височно-нижнечелюстного сустава в плане стираемости, и поэтому можно сказать, что в некоторых случаях это может являться вариантом такого компромисса для сложных случаев ортодонтического лечения. Ну и последний пункт номер 7 – это скелетная симметрия, которая бывает достаточно редко, но если встречается, то лечить ее, как вы догадались, уже достаточно проблематично. Здесь, как и в любой скелетной проблеме, как и в мезиальном и в дистальном прикусе, все зависит от величины аномалии. Если у нас скелетная аномалия не слишком выражена, мы можем компенсировать ее за счет зубов. То есть, какие-то зубы немножко в одну сторону подвинуть, какие-то в другую, и, соответственно, создать более или менее приемлемый прикус при скелетном несоответствии, опять же. Если же у нас большое несоответствие, а чаще всего это разная длина ветвей нижней челюсти левой и правой стороны, то скорректировать подобную проблему только брекетами не получится, и, к сожалению, понадобится ортогнатическая хирургия. В этом видео мы рассмотрели 7 причин, из-за которых возникает перекрестный прикус, и варианты лечения данной патологии в каждом конкретном случае. Надеюсь, что видео вам было полезным. Обязательно подписывайтесь на наш канал и увидимся в новых видео. До встречи!